Народ, всем привет! Вторая серия проекта Феникс. В этой серии мы будем делать цепочку плетением панцирь. Или, как все сейчас модно называть, кубинское плетение. Почему это плетение? Да, все очень просто. Было голосование под последним видео на YouTube канале, и вы большинством голосов выбрали именно это плетение. Раз это, значит делаем это. Итак, я взял две заготовки и делаем панцирное плетение длиной 60 сантиметров, весом, ну давайте так, 120-150 грамм. И мы сразу приступаем к раскатке на вальцах. До этого же мы все сплавили, погнали. Да, кстати, забыл самое главное сказать. Расчеты, которые вы больше всего, наверное, ждете. Ригель 5, диаметр проволоки 2,4. Делаем плотную панцирную цепочку. Итак, мы накрутили вот такие вот спиральки получились. И сейчас мы все распилим на колечки и соберем нашу цепочку. Go! Вот знаете, многие писали в комментариях по поводу цепочки плетения веревка. А по сути дела, это все писали просто ювелиры, которым любопытно посмотреть, как делается эта цепочка. Но ни один человек не написал: Олег, сделай цепочку плетения веревка, а я ее приобрету, а вот тебе аванс. Такого не было. Просто всем любопытно или все пытаются взять на слабо. Я объясняю свою позицию, что это не распространенное плетение и смысла его делать нет. У многих появилась своя позиция. А ну сделай, а пусть будет. Зачем? Зачем тратить время на то, что не востребовано? Лучше же сделать, например, ту же панцирную цепочку и отточить это так, чтобы она была идеально ровная. Просто вот вы отвешиваете, и она действительно идеально ровная. Я считаю, что я прав. Напишите ваше мнение в комментариях. Давайте немножечко подискутируем.
Вот это то, что я сейчас делаю, процесс такой сведения колечек, это самый важный процесс. Вот именно для этой цепочки. Почему? Потому что, во-первых, у вас все должны быть звенья абсолютно одинаковые. То есть вы не можете вот эти вот полмиллиметра или миллиметр, смотря какой вы пилочкой распиливали, чтобы у вас вот играло. Да, конечно же, вы вот это расстояние можете залить припоем. Но этот припой, он не настолько эластичный, и, скорее всего, он сломается, когда вы будете выкручивать, и уже звено у вас будет деформировано, и не будет той четкости и ровности. Поэтому эта цепочка требует именно того, чтобы его хорошо свели и очень хорошо пропаяли. Мы пропаяли нашу цепочку. Теперь нам нужно немножечко поджать звенья, чтобы сделать их овальными. И дальше мы протянем на сайзинге и выкрутим нашу цепочку. Погнали. Наступил ответственный момент запиловки. Как я буду запиливать? Все обычно пилят как по плоскости, пропилили и все, на этом остановились. Максимум еще немножечко придают бокам запиловку. Я же хочу сделать как обручальное кольцо, вот такой вот формы, полуовал. Итак, я закрепил вот сургучом. И сейчас начну потихоньку все это дело проходить напильником. И будет наша цепочка похожа на офигенную красивую панцирную цепь. И как понять, запилила или нет, все залито сургучом. Оказывается, можно смотреть вот на вот эти вот пропилы, которые я оставил. Они должны быть равномерны как с одной, так и с другой стороны. Одинакового размера. И поэтому я на это все ориентируюсь. И только после этого, после того, как всю цепочку пропилю, я буду ее снимать с сургуча, а не просто частями перемещать.
Итак, полотно цепочки готово. Не стану его доделывать, пока не зачерню. А чтобы зачернить, нам нужно сделать замок. Поэтому делаем сюда замок коробочка. Выкатал пластиночку, берем штангенциркуль, все размечаем и быстренько делаем сюда замок. И теперь, естественно, надо нанести две заветные цифры 0, 2. Погнали. Итак, цепочка закончена. Вот такая красота получилась, сейчас я вам поближе покажу. Ее вес, как вы видели, составляет 102 грамма и 3 десятых. Будет продаваться по цене 27 тысяч рублей. Я считаю, что эта работа гораздо сложнее, чем тот же Bismarck, поэтому получается чуть дороже. Общий вес металла, который у нас сейчас остается, 2 килограмма 217 грамм. То есть вот с этого веса мы будем продолжать делать следующее плетение цепочек. Ну, жду, конечно же, как обычно, в комментариях ваше мнение, какое следующее плетение делать. Но я считаю, что надо это все дело разбавить, сделать лисий хвост. А вы накидайте ваше мнение. Ну или, например, шапард какой-нибудь красивый. Я на самом деле уже объявил в своем инстаграм, что я прекращаю работать с серебром. Это последние работы, которые я заканчиваю и делаю изделия. С 1 мая я прекращаю работать с серебром именно в том виде, как было раньше. Бисмарки легкие, еще что-то.
Оставляем серебро только для каких-то интересных проектов, каких-то там цепочки типа «спаси и сохрани», ну может что-то свое еще придумаем. То есть именно вот в дорогой сегмент уходим. Поэтому спешите. И да, еще хотел сказать по поводу цепочки плетения Bismarck предыдущей. Вышла серия «Тишина, никому не нужно». И как только человек первый вообще объявился и захотел ее приобрести, сразу же, я не знаю откуда, появилась куча людей, как будто специально следила и захотела и эту же цепочку купить. И там целая история была. Начинали меня там обвинять, что я вот не продал именно им, потому что, ну, в общем, вот, ребята, успевайте. Это единичные цепочки, вот это 0,2. Итак, сейчас я вам покажу поближе. С вами был Маргун Ювелир. До следующей серии. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Пока.